Сталин не любил царской ложи, слишком на виду, просматриваемая. Предпочитал боковую. Бывал же в театре часто. Сотни сотрудников госбезопасности окружали в этот момент Большой театр, а в это время у артистов по несколько раз проверяли документы. В дверях входа, перед выходом на сцену. Пропуск хоть к ноге привязывай, как номерок в общей бане. «Лебединое озеро» Сталин любил. Мелодии запоминающиеся, декорации впечатляющие. Знаменательно же то, что этот балет стал началом его конца. 27 февраля 1953 года на спектакле «Лебединого озера» был, как всегда, аншлаг. Присутствовал и Сталин. Сидел до конца спектакля. После же попросил директора поблагодарить артистов. Далее уехал на ближнюю дачу. Несколько дней спустя врачи диагностировали у вождя паралич правой стороны тела. 5 марта он скончался. Постепенно балет из официальной визитки Большого театра и Советской империи превратился в погребальное шоу с фуэте. В годы СССР 10 ноября, на День Советской Армии, по телевидению всегда шел концерт звезд советской эстрады. Но в 1982 году концерт отменили. Вместо него на телеэкраны пустили «Лебединое озеро». О смерти Брежнева сказали гораздо позже. Так, в дни, когда не стало Брежнева, Андропова, Черненко, в их честь крутили фуэте с утра до ночи. А во время переворота в 1991 году «Лебединое озеро» можно было выучить до мельчайших деталей, ведь его показывали 3 дня без перерыва. Премьера «Лебединого озера» в феврале 1877 года была встречена публикой довольно прохладно, несмотря на огромную проделанную работу всей труппы. Знатоки того времени и вовсе признали произведение неудачным, и вскоре его сняли со сцены. Главными виновниками неудачной постановки были признаны в основном балетмейстер Вацлав Рейзингер и Полина Карпакова, исполнявшая партию Одетты. Спустя почти 20 лет дирекция императорских театров вновь обратила свое внимание на произведение Чайковского. Таким образом, уже новый сценарий спектакля разработал знаменитый Мариус Петипа, и буквально сразу же началась работа совместно с Чайковским. Но внезапная смерть композитора прервала эту работу. Новая постановка уже в Петербурге, в Мариинском театре, состоялась лишь через год, в 1895 году. Осуществлялась она Мариусом Петипа и Львом Ивановым. И именно от этого второго рождения и отсчитывается триумфальный ход балета по миру. «Я верю, – писал Чайковский, – что придет и мое время, хотя, конечно, гораздо после того, как я уже буду на том свете». И он оказался прав. Тем не менее, как показали в своем исследовании российские музыковеды, композитор занял место классика далеко не сразу. Полемика об идеологическом значении музыки Чайковского продолжалась до середины 30-х годов XX века. К тому времени с него еще не были сняты обвинения в моральном упадничестве, интеллигентской чувственности и мистицизме. Отказ же новой пролетарской культуры от Чайковского означал бы конфронтацию с историческими вкусами, поэтому властям было необходимо срочно как-то подчистить биографию полуопального композитора для определения его нового морального лица. И именно тогда была выведена новая формула его облика. «Лебединое озеро» со временем стало одним из самых любимых балетов советского зрителя. Возможно, этому способствовала аполитичность сюжета балета. Но чего не мог предположить и сам Чайковский, так это того, что его «Лебединое озеро» вскоре все-таки станет не только символом и Большого театра, и всего советского балета, но и самым политизированным балетом в мире. В первой книге воспоминаний Майя Плисецкая много места уделяла «Лебединому озеру». В ее жизни этот балет сыграл решающую роль. Она танцевала его в течение 30 лет, с 1947 года по 1977. С ее участием этот балет шел в десятках городов мира и на всех континентах. Цитата из воспоминаний Плисецкой. «Всех их водили в Большой.
на балет. И всегда почти «Лебединое». Флаги повесят, гимны сыграют, в зале свет зажгут, все поднимутся. Главы из царской центральной ложи пухленькой, тщедушной ручкой москвичам милостиво помашут. Мир, дружба, добрые люди. Позолоченные канделябры притухнут, и полилась лебединая музыка Петра Ильича. Так с иронией вспоминала прославленная балерина. Гостей всегда сопровождал Никита Хрущев, и, как подмечала Плесецкая, насмотрелся он «Лебединого озера» до тошноты. К концу своего правления он однажды пожаловался балерине. Цитирую: «Как подумаю, что вечером опять «Лебединое» смотреть, от тошнота к горлу подкатит. Балет замечательный, но сколько же можно? Ночью потом белые пачки вперемешку с танками снятся». Тогда они еще не понимали, что им грозит и что такое коммунизм, что такое социализм. Лично для меня это хуже фашизма. Но они тогда этого не понимали, и они искренне верили. Когда вы говорите, что лично для вас это хуже фашизма, это потому, что вы лично не испытывали фашизм, или по другой причине вы это говорите? Нет, я за свою долгую жизнь наблюдала и то, и то, и то, и то. Фашизм был на виду, а коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и в тюрьмах НКВД, никому не известно. Это было закрыто. Это не знали, это покрывали, это врали и так далее. Но я не думаю, что это было лучше. И я не думаю, что жертв было меньше. Я думаю, что жертв было больше и много больше. У меня нет никаких радужных слов по этому поводу. И поэтому для меня коммунизм, фашизм, это... И немцы ведь исполняли то, что им приказывали. А у нас делали это даже по собственному желанию. Вот так приятно попытать, поубивать. Плюс к тому, что это хотели. И, конечно, если бы Сталин официально крикнул клич «Бей жидов», то ни одного бы не оставили. Так почему же для правительственных траурных мероприятий выбиралась именно музыка из «Лебединого озера»? Биографы Чайковского нашли свидетельство того, что работу над балетом композитор хотел закончить к Фоминой неделе, то есть сразу после Пасхи. На эту неделю как раз выпадает Радуница, или День поминовения усопших, попросту родительский день. А поминальная тематика этой недели, видимо, как-то ассоциативно отразилась и на творении Чайковского. «Лебединое озеро» стало одновременно и озером надежды, и поминальной мелодией, и знаком политических реставраций, и саундтреком к распаду Советского Союза, ее лебединой песней. Позже в популярной ночной программе нулевых «Тушите свет» слово «путь» расшифровывали как «пора уже танцевать» Чайковского, а аббревиатуру ГКЧП как «год, когда Чайковского показывают». Ровно 11 лет назад все мы как один грудью встали и пошли, не страшась ничего. А, кто грудью, кто на бровях? Да куда мы все пошли-то? Не тебе жилы, продукт выветривается, ей-богу. А пошли мы все по зову сердца. Вот. Шли мы, а еще это, танцы были. Ну, конечно, «Лебединое озеро» передавали. Так выпьем же за Петра Ильича Чайковского. Ну, наконец-то! Вот все и прояснилось. Горько! Давай поцелуемся. Давай, потом. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!